Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх. Во Вселенной происходят чудеса, и одно из самых загадочных и мощных явлений — взрыв сверхновой. Это астрономическое событие не только вызывает интерес среди ученых, но и меняет представление о космосе. В данной документальной истории мы погрузимся в причину, механизмы и последствия возникновения сверхновых, а также проанализируем их влияние на нашу планету. С сверхновыми связано немало вопросов. Это явление представляет собой одно из самых мощных взрывов во Вселенной. Яркость света, испускаемого в момент взрыва сверхновой, в миллиард раз превышает яркость света водородной бомбы. Явление такого масштаба становится видимым как вспышка ярче сотен миллиардов звезд, оставляя после себя долгожданные следы в космическом пространстве. В 1653 году астроном Иоганн Кеплер заметил новую звезду в созвездии Змееносца, которая оказалась взорвавшейся звездой. Ученые того времени думали, что это событие сигнализирует о рождении новой звезды. Однако на самом деле их ожидания не соответствовали действительности. Это была умирающая звезда, которая в конечном итоге сгорела. Моментально ставшая звездой, она оставила след в названии и в истории астрономии. Секреты звезд скрыты в их недрах. Внутри звезд поддерживается тонкий баланс благодаря процессу синтеза легких химических элементов в более тяжелые. Это приводит к образованию огромного количества энергии, предотвращающей коллапс звезды под действием силы гравитации. Однако со временем ресурсы исчерпываются, и звезда начинает сжиматься. Этот процесс усложняется, когда синтез водорода замедляется, вызывая повышение температуры и давления. Для звезд, как и для любого другого существа, запасы топлива ограничены. Массивные звезды, например, те, что в 20 раз тяжелее нашего Солнца, живут всего лишь около 10 миллионов лет. Чем больше звезда, тем быстрее она расходует свои ресурсы. Как только водород заканчивается и синтез замедляется, звезда начинает сжиматься, что приводит к ее коллапсу. Этот момент настает, когда масса железа в ядре звезды достигает 1,4 масс Солнца. Сила гравитации становится настолько сильной, что ядро коллапсирует, превращаясь в нейтронную звезду. Одновременно вместе с образованием ядра создается ударная волна, которая и вызывает взрыв сверхновой. Хотя нам известен свет от взрыва, мало кто знает, какую роль в этом играет нейтрино. Эти устойчивые элементарные частицы выделяют большую часть энергии во время взрыва. Доказано, что электромагнитное излучение составляет лишь 0,01% от общей энергии, выделяемой в этот момент. Интересно, что нейтрино достигают Земли раньше фотонов, что дает астрономам возможность отслеживать взрыв. Не все массивные звезды завершают свое существование взрывами. Некоторые из них превращаются в черные дыры, а некоторые белые карлики могут притягивать вещество от соседних звезд. Это может привести к тому, что белый карлик достигнет предела Чандрасекара и взорвется, как это случилось с наблюдением Кеплера в 1604 году. Астрономы наблюдают взрывы сверхновых с древних времен. В нашей галактике, Млечном Пути, за столетие происходит всего одно или два таких события. Одним из таких уникальных циклов стал взрыв сверхновой в 1554 году, оказавший влияние на целые поколения. Взрывы сверхновых не проходят бесследно. Один из интереснейших примеров — китайские астрономы, обнаружившие сверхновую на расстоянии 6,5 тысяч световых лет. Этот взрыв стал причиной появления крабовидной туманности, остатка взрыва, который разросся до 11 световых лет в диаметре. Сверхновые также испускают космические лучи, представляющие опасность для Земли. Находясь на расстоянии 4,4 световых лет от Земли, тройная звездная система Альфа Центавра может стать источником серьезных последствий.
Например, взрыв сверхновой в пределах светового года способен разрушить атмосферу на нашей планете. Субатомные частицы, образующиеся в результате радиоактивного распада, могут высвобождать гамма-лучи и космические лучи, угрожая всем живым существам на Земле. Сверхновые воздействуют не только на атмосферу, но и на ее защитный слой. Высокоэнергетические космические лучи разрушают молекулы озона, делая нашу планету уязвимой для космического излучения. Доказано, что во времена, когда происходили взрывы сверхновых, в атмосфере наблюдалось повышенное содержание соединения Na3. Научные исследования показывают, что на Земле найдены вещества, указывающие на взрыв сверхновой, произошедший 2,6 миллиона лет назад. Это железо-60 и марганец-53 указывают на недавнее событие. Период полураспада железа-60 составляет 2,6 миллиона лет, что подтверждает связь. Космические лучи, испускаемые после взрыва сверхновой, могли быть причиной массового вымирания на границе плейстоцена и голоцена. Основной удар пришелся на мегафауну, однако воды защищали виды, существовавшие на больших глубинах. Солнечная система расположена в области с пониженной плотностью водорода. Ученые выдвигают гипотезу, что такую область могли расчистить десятки взрывов сверхновых, создавая уникальную обстановку для формирующихся миров. Не стоит забывать также о гамма-всплесках, которые могут быть мощнее взрывов сверхновых. Они возникают, например, при слиянии нейтронных звезд или коллапсе ядра гигантской звезды. Гамма-всплеск, находящийся на расстоянии до 6000 световых лет, может повредить наш озоновый слой. На 9 октября 2022 года астрономы зафиксировали мощный гамма-всплеск на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет. Событие, эффект которого напоминал вспышку на Солнце. Можно только догадываться, какое влияние он мог оказать на Землю и ее обитателей, и как наши знания о таких космических явлениях помогут нам защищать себя от потенциальных угроз в будущем. Сверхновые, как катализатор космических изменений, играют критическую роль в химическом обогащении Вселенной. Когда звезда взрывается, она не просто исчезает, она рассыпает тяжелые химические элементы, создавшиеся в ее недрах, в окружающее пространство. Элементы, такие как углерод, кислород, железо и даже золото, выбрасываются во время взрыва, что в свою очередь становится строительным блоком для новых звезд, планет и даже жизни. Это означает, что мы, как воспринимающее человечество, все еще находимся в непосредственной связи с этими цепляющими чудесными моментами в космосе. По существу, каждая капля крови в нашем теле, каждый атом углерода в наших клетках — это результат звездных катастроф, которые произошли много миллионов лет назад. Мы — дети звезд, и каждое наше дыхание — это шум взрыва, который когда-то мог охватить бескрайние горизонты. Современная астрономия активно использует новейшие технологии для наблюдения за взрывами сверхновых и их последствиями. Специальные телескопы, как космический телескоп имени Хаббла и обсерватория Чандра, обеспечивают уникальное изображение и исследование небесных тел и явлений. Эти инструменты позволяют астрономам более точно анализировать состав начала и остатки взрыва, что в свою очередь помогает предсказать возможные последствия в будущем. Недавние технологии позволяют астрономам отслеживать не только свет, но и другие формы излучения, рентгеновские лучи и гамма-излучение. Так, благодаря инновациям, мы можем заглянуть в центр этих драйвов и проанализировать, как, когда и почему они происходят. Эти данные могут помочь в понимании других космических процессов, таких как образование черных дыр и слияние нейтронных звезд. Понимание таких явлений, как взрыв сверхновой, имеет значение не только для ученых, но и для широкой общественности. Образование в области астрономии и космоса может вдохновить новое поколение ученых, инженериков и исследователей. Это заставляет людей задумываться о том, какое место мы занимаем во Вселенной и какие долгосрочные изменения могут произойти на Земле,
из-за событий, происходящих миллионы световых лет от нас. Наверняка существует еще много тайн и вопросов, касающихся взрывов сверхновых и их влияния на жизнь на Земле. Дискуссии об этом явлении могут привести к более глубокому осмыслению нашей планеты и нашего существования в бескрайних просторах космоса. Согласно современным исследованиям, возможно, мы должны быть более осторожными, когда речь заходит о взаимодействии с окружающим космосом. Нам необходимо развивать технологии, которые смогут защищать Землю от потенциальных разрушительных последствий, исходящих от взрывов сверхновых или гамма-всплесков. Это может включать в себя создание более чувствительных мониторинговых систем, которые будут отслеживать такие события и оценивать их потенциальное влияние на нашу атмосферу и биоразнообразие. Также важно не забывать о том, что вся информация, полученная о сверхновых и других космических явлениях, является огромным вкладом в науку, который в будущем может помочь в борьбе с угрозами, исходящими как из космоса, так и на нашей планете. В конечном итоге, взрывы сверхновых — это не просто космические катастрофы. Они представляют собой важные вехи в истории Вселенной и напоминают нам о неделимости космического порядка. Каждое такое событие связано с циклом жизни и смерти, создания и разрушения, и вкладом, который он оставляет в новые формы жизни и материи. Понимание сверхновых и их последствий — это путь к более глубокому осмыслению нашей роли в пространстве. Исследуя мощные взрывы, мы начинаем осознавать, что мы все вместе являемся частью великого универсума, в котором звезды продолжают вспыхивать, угасать и, возможно, когда-нибудь снова вспыхнут в нашей памяти.